Krishna, dear devotees, welcome back once again. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать снова. Namo Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Paschata Deshatane. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. We're continuing with our series on Sri Rupa Goswami and his worship of his Ishtadev Говиндаджи. Мы продолжаем нашу серию лекций о Шриле Рупе Госвами и его поклонении его Иштадеву Говиндаджи. In our last lecture, we concluded with the departure of Rupa Goswami from this world. Наша предыдущая лекция завершилась уходом Шрилы Рупы Госвами из этого мира. And we mentioned that upon his demise, all of Vrindavan was plunged into lamentation. Мы упомянули, что с его уходом весь Вриндаван погрузился в скорбь. Now, desiring to understand and appreciate just how dear Rupa Goswami was to the Brajavasis, I researched his departure some more and was surprised to read that not only were the Gaudiya Vaishnavas affected by his leaving, but members of other sampradayas as well. Желая понять и оценить, насколько дорог был Рупа Госвами Браджаваси, я более подробно изучил его уход и был удивлен, прочитав, что не только Гаудия Вайшнавы были поражены его уходом, но также и члены других сампрадай. You may remember that in our last lecture we quoted the Shadana Dipika, wherein it said about Rupa Goswami that he could prepare deities, draw expertly. He was a master of astrology and mathematics. He was fluent in Sanskrit, Persian, Bengali, and other languages. He was a renowned Gaudiya Vaishnava philosopher and scholar, and he was well known to all sampradayas. Возможно, вы помните, что в нашей предыдущей лекции мы цитировали Садана Дипику, где о Рупе Госвами говорится, что он мог изготавливать божества, искусно рисовал, также был мастером астрологии и математики, бегло говорил на санскрите, персидском, бенгалии и других языках. Он также был признанным гаудия-вайшнавским ученым, и он был хорошо известен всем сампрадаям. Of course, we all know that all the Goswamis were loved by everyone. Конечно, мы все знаем, что все Госвами были любимы всеми. In the Sad Goswami Ashtakam by Srinivas Acharya, we hear in verse 1. В Шад Госвами Аштаке Шринивас Ачарье мы читаем в первом стихе. I'll have Mahavan recite that verse. Я попрошу Махавана прочитать этот стих. «Я предлагаю свои почтительные поклоны 6 Госвами, которые всегда заняты воспеванием святых имен Кришны и танцуют. Они подобны океану любви к Богу, и они широко известны как благородным людям, так и негодяям. Что бы они ни делали, они радуют всех, и они всецело благословлены Господом Чайтаньей. Таким образом, они занимаются миссионерской деятельностью, направленной на освобождение всех обусловленных душ в материальной вселенной». But it's interesting that the Sadhana Dipika mentions that Rupa Goswami was popular with other sampradayas. Это интересно, что Садана Дипика упоминает, что Рупа Госвами был известен в других сампрадаях. One might naturally assume that there would be some tension between these various, sampradayas at the time, with their significantly diverse, goals, methodologies, practices, etc. Естественно, можно предположить, что в то время между различными сампрадаями с их существенно различными целями, методологиями и практиками могло возникнуть некоторое противоречие. But not so with Rupa Goswami. Но не с Рупой Госвами. Not only the gentle and ruffians loved him, but all kinds of transcendentalists loved him as well. Не только благородные люди и негодяи любили его, но также и всевозможные трансценденталисты. I was reading that a devotee in the Radha Vallabha Sampradaya who lived during the time of the 6 Goswamis wrote something very wonderful about Rupa and Sanatana Goswamis. Я читал,
что преданный в Радха-Валабха Сампрадае, который жил во времена 6 Госвами, написал что-то очень прекрасное о Рупе и Санатане Госвами. This devotee's name was Hariram Vyasa. Этого преданного звали Харирам Вьяса. And we mentioned him in another lecture, actually. Мы упоминали его в другой лекции. And in his book, Vyasavani, he writes beginning with verse 75. В своей книге Вьясавани он пишет, начиная с 75 стиха. We'll also ask Mahavan to recite these beautiful verses glorifying Rupa and Sanatana Goswamis. Мы также попросим Махавана прочитать эти прекрасные стихи, прославляющие Рупу и Санатану Госвами. Вся слава Санатане и Рупе, которые являются моим сердцем и душой. Эти два брата являются прибежищем падших душ и знатоками чистого преданного служения. Они источник премы и сладость Вриндавана. Их умы всегда заняты практикой преданного служения, основанной на Бхагаватам, и они являются жемчужинами их рода. Их слава распространяется в 14 мирах благодаря их прекрасному мастерству поэзии и речи. Прохладная тень пыли их мягких лотосных стоп устраняет жжение солнца века Кали. Я, Вьяс, всегда поклоняюсь этим двум братьям, которые являются прекрасными преданными лотосных стоп Шри Радхи. Very beautiful. Очень красиво. So, when Sri Rupa Goswami left this world, the loss was felt by all devotees of the Lord. Когда Рупа Госвами покинул этот мир, эта утрата ощущалась всеми преданными Господа. And our acharyas say that it was the glories of Rupa and Sanatana Goswamis that inspired the Rajput kings of Rajasthan, beginning with our hero, Rajman Singh, to maintain the high standard of worship that Rupa Goswami had established for Govindaji, as well as for the deity of Srimati Radharani, who was sent by King Purushottam Deva from Jagannath Puri before Rupa Goswami departed. Наши ачарьи говорят, что это была слава Рупы и Санатаны Госвами, которая вдохновила раджпутских царей Раджастана, начиная с героя Раджман Сингха, поддерживать высокий стандарт поклонения, который Рупа Госвами установил для Говиндаджи, так же, как и для божества Шримати Радхарани, которое было прислано царем Пурушоттама Девой из Джаганатха-Пури, перед тем, как Рупа Госвами оставил этот мир. We'll tell that pastime how Radha came to Govindaji in another class. Мы расскажем эту лилу, как Радха пришла к Говиндаджи в другой лекции. So to begin with, to maintain a high standard of worship for Govindaji after Sri Rupa Goswami left, the royal families of Rajasthan regularly donated large amounts of money from 1590 to 1667 for boga offerings. Начнем с того, что, чтобы поддерживать высокий стандарт поклонения Говиндаджи после ухода Рупы Госвами, с 1590 по 1667 годы царские семьи Раджастана регулярно жертвовали большие суммы денег на подношение бхоги. They also provided all the funds for deity outfits and festival expenses, for flowers, and even for the salaries for the pujaris. Они также предоставляли все средства для нарядов божеств, расходов на праздники, для цветов и даже для оплаты пуджари. And whenever possible, they granted land, which was free from tax, for Govindaji's ever-expanding herd of cows. При любой возможности они предоставляли землю, которая не облагалась налогом для постоянно растущего стада коров Говиндаджи. And they donated for other purposes as well. И они жертвовали также для других целей. This is how the deity was maintained after the departure of Rupa Goswami. Вот так божество поддерживалось после ухода Рупы Госвами. In fact, in my research at the Vrindavan Research Institute, I found out that today's Loy Bazaar was previously the marketplace of Govindaji, where these royal families
established as a place to sell the Mahaprasadam of Govindaji. В моих исследованиях во Вриндаванском исследовательском институте я обнаружил, что сегодняшний Лой-базар ранее был рыночной площадью Говиндаджи, которую эти царские семьи основали для продажи Махапрасада от Говиндаджи. We go to Loi Bazaar to buy clothes, but hundreds of years ago it was a marketplace to sell Govindaji's Mahaprasadam, as well as his Maha dresses and outfits and other worshipable items. Мы идем на Лой-базар покупать одежду, но сотни лет назад он был рыночной площадью для продажи Махапрасада Говиндаджи, так же, как и для его маха-одежд и нарядов и всех других почитаемых предметов. The purpose of these Rajput families in establishing that market was really to attract pilgrims to come to Vrindavan. Целью этих раджпутских семей в создании этого рынка на самом деле было привлечение паломников во Вриндаван. It was actually Rajman Singh's idea to arrange for that property that we now know as Loi Bazaar. Originally, it was called Govindadev Bazaar. На самом деле, это была идея Раджман Сингха обустроить территорию, которую мы теперь знаем как Лой-базар. Изначально она называлась Говиндадев Базар. But later, around 150 years back, some shopkeepers started selling woolen chadars on the streets of Govinda Bazaar. And in Braj Bhasa, as well as Hindi, a woolen chadar is known as Loi, L-O-I. So after some time, the bazaar became known as Loi Bazaar. Но позднее, около 150 лет назад, некоторые торговцы начали продавать на улицах Говинда-базара шерстяные чадры. На языке браджаваси, так же как и на хинди, шерстяной чадр известен как лой, L-O-I. Поэтому спустя некоторое время базар стал известен как Лой-базар. And I heard from the locals that all the shops of Loi Bazaar that are on rent now, some of that rent goes to the Govindaji Mandir in Jaipur for Govindaji's pleasure. Я слышал от местных жителей, что все магазины Лой-базара, которые сейчас сдаются в аренду, и часть от этой арендной платы идет Говиндаджи Мандиру в Джайпуре для удовлетворения Говиндаджи. Now, another way the royal families maintained Govindaji was by giving, precious gold and silver jewelry to him on special occasions. Другим способом, которым царские семьи поддерживали Говиндаджи, было подношение ему драгоценных золотых и серебряных украшений по особым случаям. I came across many letters and documents in the Institute stating that these gifts were given in loving devotion to Govindaji. В институте я обнаружил много писем и документов, подтверждающих, что эти дары были преподнесены Говиндаджи с любовью и преданностью. So we can see these royal families in Rajasthan were very attached to the temple and the culture of Govindaji here in Vrindavan. Таким образом, мы можем видеть, что в Раджастане эти царские семьи были очень привязаны к храму и культуре поклонения Говиндаджи здесь, I во also read how they Вриндаване. themselves, these royals, often made pilgrimages to Yogapith, where Govindaji Mandir is situated. Я также читал, как они сами, эти царские особы, часто совершали паломничество в Йога-Пит, где находится Говиндаджи Мандир. This Yogapith was for a long time one of the main places, if not the main place, for pilgrimage in Vrindavan. Этот Йога-Пит долгое время был одним из главных, если не основных, мест паломничества во Вриндаване. And nowadays it's not as popular being situated, far from the center of Vrindavan village. Сейчас оно не так известно, поскольку расположено далеко от центра деревни Вриндаван. Even ISKCON devotees, they rarely go there, though I hope that this lecture series will encourage all of you to do so. Даже преданные Искон редко ходят туда, хотя я надеюсь, что эта серия лекций вдохновит всех вас сделать это. But just to impress upon you again the paramount importance of, Yogapith, where Govindaji was discovered and where the Govindadev temple has been established,
I'm going to read a few stanzas from the work of a very renowned disciple of Raghunath Bhatta Goswami. His name was Gadadhar Bhatta, and the book he wrote is called Sri Vrindavan Yogapita Varanam. Просто, чтобы еще раз подчеркнуть вам первостепенную важность йога-питха, или место, где был найден Говиндаджи, я прочитаю несколько строк из писания очень известного ученика Рагунатха Бхатты Госвами. Его звали Гададхара Бхатта. А книга, которую он написал, называется «Шри Вриндаван Йога Питха Варанам». It's very popular here in Braj. Она очень известна здесь, во Врадже. But it consists of 54 verses. Но она состоит из 54 стихов. So I'll ask Mahavan to recite some of those verses, not all 54, but some of those verses, so that we can appreciate Yogapith and Govindadev Temple and Govindaji and Rupa Goswami even more. Поэтому я попрошу Махавана прочитать некоторые из этих стихов, не все 54, но некоторые из этих стихов, с тем, чтобы мы могли еще больше дорожить йога-питхом и храмом Говиндадева и Рупой Госвами. Я предлагаю поклоны лотосным стопам Господа. По его благословению я могу что-то рассказать о великолепии Вриндавана. Там, где протекает кристально чистая голубая вода реки Калинди, где находится высочайшая философия Вед и Веданты, это йога-питх. Лес там полон красных, желтых и белых цветов. На каждом цветке есть опьяненные шмели, пьющие нектары. В йога-питхе лебеди, кукушки и другие птицы поют песни на более высоких нотах. Там обитает бесконечное количество видов птиц, которые ум не в состоянии описать. Земля украшена различными видами драгоценных камней и жемчуга. Увидев их сияние, даже царица ночи, луна, испытывает стыд. Стволы деревьев подобны колоннам из золота, а их лианы подобны драгоценным камням, инкрустированным в эти колонны. В некоторые места помещена яркая камфора, а в некоторых других местах находится порошок киновари для аромата. Там есть небольшой пруд, где в подобной нектару зеленой воде цветут лотосы, словно рубины, оправленные в изумруды. Это место очень дорого святым. Там все 6 сезонов служат божественной чете, которая является несравненной. Попугаи и птицы поют песни на 5-й ноте, словно они соревнуются друг с другом и обучают других нотам любви. Лес Вриндавана, йога-питх, находится во всей своей красе и блаженстве. В лесу цветущих деревьев Кадамба миллионы индр восседают в надежде получить даршан этого йога-питха. Shri Yogapitha Ki Jai. So, at Yogapith, the grand temple of Govindaji stood gracefully for almost 80 years until the Muslim tyrant Aurangzeb ordered it to be В destroyed. йога-питхе большой храм Говиндаджи величественно стоял почти 80 лет, пока мусульманский тиран Аурангзеб не приказал его разрушить. It's difficult to even mention this Muslim emperor who is said to have destroyed thousands and thousands of temples and shrines throughout much of India during his rule. Трудно даже упоминать этого мусульманского императора, кто, как говорят, за время своего правления разрушил тысячи и тысячи храмов и святынь на большей части территории Индии. Aurangzeb was born in a royal family. His father was the emperor. He was born in November 1618. Аурангзеб родился в царской семье в ноябре 1618 года. Его отец был императором. He grew up being trained as a prince, and he was always in competition with his 3 other brothers, all of whom aspired one day to be the emperor themselves. Он вырос, обучаясь как принц, и он всегда соперничал с 3 другими братьями, каждый из которых стремился однажды сам стать императором. Historians say that as Aurangzeb grew up, his slogan was Yat Yakt
Yatubut. Yatyak Yatubut. Either the throne or the grave. Историки говорят, что девизом Аурангазепа было либо трон, либо могила. Aurangzeb demonstrated this conviction when he was in his early 30s. He infamously murdered two of his brothers, drove the third one out of India, and then he locked his father, the emperor, away in Agra's Red Fort, where he eventually died. Аурангазеп продемонстрировал эту убежденность, когда в свои 30 с небольшим позорно убил двух своих братьев, изгнал третьего из Индии и заключил своего отца-императора в Красный форт Агры, где он в конце концов умер. Then he declared himself emperor and celebrated. His scribes wrote, quote, "When a celebration is adorned like paradise itself, even the skies rise up from their place to dance." Затем он объявил себя императором и восторжествовал. Его писцы написали: когда праздник украшен, как сам рай, даже небо поднимается со своего места, чтобы танцевать. So, time went on, and he became about 40 years of age, and he was ruling over a population of India at that time, which surprisingly was only 150 million people. Время шло, ему исполнилось около 40 лет, и он правил населением Индии, которое в то время, на удивление, составляло только 150 миллионов человек. Now there's 1 billion people in this country. Сейчас в этой стране 1 миллиард человек. But there were just a couple of million in those days. Но в те дни было всего пару миллионов. So he ruled with the motto, quote, "An emperor ought to stand midway between gentleness and severity." This is what he said. Он правил с девизом: император должен стоять посередине между мягкостью и строгостью. Вот что он сказал. But historically his rule was simply one of severity, because he named himself Alamgir. Alamgir means conqueror of the world. And he ruthlessly conquered kingdom after kingdom during his 49 years of reign. Но исторически его правление было просто одним из самых жестоких, потому что он назвал себя Аламгир. Аламгир означает «завоеватель мира», и он безжалостно завоевывал царство за царством в течение 49 лет своего правления. And we Gaudiya Vaishnavas were not spared of his cruelty, for on August 28th, 1667, he issued what became known as the Black Decree. Мы, Гаудия Вайшнавы, не были избавлены от его жестокости, ибо 28 августа 1667 года он издал то, что стало известно как «Черный указ». It went as follows. Там говорилось следующее. His Majesty the Emperor, eager to establish Islam, has issued orders for all governors of all provinces in our vast kingdom to demolish the schools and temples of the Hindus, and with the utmost urgency put down the teaching and public practice of the religion and these misbelievers. Его Величество Император, стремясь установить ислам, издал указ всем наместникам всех провинций в нашем огромном царстве разрушать школы и храмы индуистов и безотлагательно положить конец учению и публичной практике религии этих неверующих. And this decree eventually led to the destruction of literally thousands upon thousands of schools and temples throughout India. Этот указ в конце концов привел к разрушению буквально тысяч и тысяч школ и храмов по всей Индии. But historians have noted that, quote, "The Krishna temples in Vrindavan were the first target of this decree." Но историки отмечают, что храмы Кришны во Вриндаване были первой целью этого указа.
And Aurangzeb was personally involved in the destruction of these Krishna temples in Vrindavan. Аурангазеб лично участвовал в разрушении этих храмов Кришны во Вриндаване, Especially Govindaji's temple. особенно храма Говиндаджи. Soon after issuing this, black decree or this black proclamation, Aurangzeb was visiting Mathura on some government business. Вскоре после издания этого черного указа или черного воззвания Аурангазеб посетил Мадхуру по государственным делам. That evening, after offering namaz is the Islamic prayers, at a large mosque, Aurangzeb saw some unusually bright lights twinkling in the sky. В тот вечер, совершив намаз в большой мечети, намаз — это мусульманские молитвы, Аурангазеб увидел несколько необычных ярких звезд, мерцающих в небе. So curious, he asked one of his ministers why these stars appeared particularly bright. Из любопытства он спросил одного из своих министров, почему эти звезды кажутся особенно яркими. And the minister replied that the stars were in fact lights coming from the Hindu temple of Govindadev in nearby Vrindavan. Этот министр ответил, что эти звезды на самом деле были огнями, которые исходили из индуистского храма Говиндадева в соседнем Вриндаване. It was actually Ekadasi that day, and there was a tradition in the Govindaji temple that on Ekadasis, the pujaris would light up 51 large ghee lamps on top of the temple. В действительности, в тот день были Экадыши, и в храме Говиндаджи была традиция, что в Экадыши пуджари зажигали на вершине храма большую лампаду на гхи с 51 фитильком. I was reading that this tradition came from the Jagannath Puri temple in Orissa, actually. Я читал, что эта традиция пришла из Джаганатхапури в Ориссе. Because when Lord Chaitanya sent Kashishvara, you remember, Rupa Goswami asked for some help when he first found Govindaji. So when Lord Chaitanya sent Kashishvara to Vrindavan from Puri to assist in Govindaji's worship, he instructed him to implement the same manner of worship or seva that was going on in the Jagannath temple. Потому что когда Господь Чайтанья послал Кашишвару, вы помните, что Рупа Госвами просил о помощи, когда он впервые нашел Говиндаджи, поэтому, когда Господь Чайтанья послал Кашишвару из Пури во Вриндаван, чтобы помочь в поклонении Говиндаджи, он дал ему наставление совершать служение таким же образом, как оно совершается в храме Джаганатха. The lighting of these huge lamps on top of the Puri temple was a tradition that actually goes back thousands of years. Зажигать огромные лампады на вершине храма в Пури было традицией, уходящей корнями в тысячелетия. Therefore, on that day of Ekadasi in Vrindavan, Aurangzeb saw these lamps as far away as, Mathura, from as far away as Mathura. Поэтому в тот день Экадыши во Вриндаване Аурангазеб увидел эти лампады даже издалека, из Мадхуры. Now, some scholars say that Aurangzeb saw them from Agra or even Delhi, but from our research in the Vrindavan Research Institute, we concluded that he saw these lights from Mathura. Некоторые ученые говорят, что Аурангазеб видел их из Агры или даже из Дели, но из нашего исследования во Вриндаванском исследовательском институте мы пришли к выводу, что Аурангазеб видел эти огни из Мадхуры. Of course, Aurangzeb already knew about the Govindaji temple, and certainly he was planning to destroy it. Конечно, Аурангзеб уже знал о храме Говиндаджи и планировал непременно его разрушить. But I read that when one of his ministers whispered in his ear that his great-grandfather, Akbar I, spent 30 lakhs on building the temple, Aurangzeb became furious. Я читал, что когда один из его министров прошептал ему на ухо, что его прадед Акбар I потратил 30 лаков на строительство храма, Аурангзеб пришел в ярость. And Aurangzeb said very loudly, "How could an emperor
of Mughal Muslim lineage build a Hindu temple larger than any existing mosque. И Аурангзеб очень громко сказал: как мог император рода моголов, мусульманского рода, построить индуистский храм больше, чем любая существующая мечеть? So then he ordered his minister to go with his army and began demolishing the temple that next morning. Затем он приказал своему министру отправиться с его армией и на следующее утро начать разрушать храм. And then he shouted, he said, "And bring me the top of this temple to my feet." А затем он закричал: «И принесите вершину этого храма к моим ногам! Bring the top of this temple to my feet. Принеси вершину этого храма к моим ногам!» Now, fortunately, a Rajput soldier who was serving in, from Rajasthan, was serving in Aurangzeb's army because of the alliances. And he overheard Aurangzeb's order. So that night he secretly came to Vrindavan riding on his horse. And his horse's name was Pavana. And interestingly, in Sanskrit, Pavana, depending on how you pronounce it, can mean as fast as the wind. К счастью, раджпутский солдат из Раджастана, который служил в армии Аурангзеба из-за союзнического договора, подслушал приказ Аурангзеба. Поэтому в ту ночь он тайно отправился во Вриндаван верхом на своей лошади. Его лошадь звали Павана. Интересно, что на санскрите, в зависимости от того, как вы это произносите, это может означать «со скоростью ветра». So this soldier, Rajput soldier, he rode into Braj as fast as the wind. Так что этот солдат, Раджпут, примчался во Врадж со скоростью ветра. So when he arrived at Govindaji's temple, he knocked on the door of Shivarama Goswami, who was the head priest at that time. Когда он прискакал к храму Говиндаджи, он постучал в дверь Шиварама Госвами, который в то время был главным священнослужителем. And Shivaram Goswami was living in a house just adjacent to Govindaji's temple. Шиварам Госвами жил в доме, примыкающем к храму Говиндаджи. And when the Goswami came to the door, the soldier said, "O Goswamiji, Aurangzeb is sending half his army to break Thakurji along with the whole temple in a few hours." Когда Госвами подошел к двери, солдат сказал: «О, Госвамиджи, Аурангзеб посылает половину своей армии, чтобы через несколько часов разбить Тхакурджи вместе со всем храмом». So still groggy from being, woken up in the middle of the night, Shivaram Goswami ran and began ringing a gigantic bell that hung on the top floor of Govindaji's temple. Все еще сонный, после того, как его разбудили посреди ночи, Шиварам Госвами побежал и начал звонить в гигантский колокол, который висел на верхнем этаже храма Говиндаджи. I was told that bell was the size of an elephant. Мне сказали, что этот колокол был размером со слона. And hearing the loud ringing of that bell, all the pujaris and the devotees serving in that temple came running to the courtyard of the temple, where Shivaram Goswami told them about the impending danger. Услышав громкий звон этого колокола, все пуджари и преданные, занимающиеся служением в этом храме, прибежали во внутренний двор храма, где Шиварам Госвами рассказал им о надвигающейся опасности. In fact, pujaris and Brajabasis came from all over Vrindavan. So Shivaram Goswami informed them that they had to protect the temples and the deities in all of Vrindavan because the Mughals were coming to destroy them. Пуджари и Браджаваси пришли со всего Вриндавана, и Шиварам Госвами сообщил им, что они должны защищать храмы и божества во всем Вриндаване, потому что моголы приближались, чтобы уничтожить их. So knowing well that Aurangzeb had ordered the destruction of all the Hindu temples, the devotees began working furiously in the mammoth task of hiding Govindaji, Radharani, Vrindadevi, and Yogamaya in the nearby Govindakund. Хорошо зная, что Аурангзеб приказал разрушить все индуистские храмы,
преданные начали неистово трудиться над огромной задачей спрятать Говиндаджи, Радхарани, Вриндадеви и Йогамаю в близлежащей Говиндакунде. Actually, devotees all over Vrindavan now were hiding their deities in different places. Преданные по всему Вриндавану прятали свои божества в разных местах. But Govindaji and Radharani and Vrindadevi Yogamaya, they were placed in nearby Govindakund. This is a different Govindakund than the one we see out at Govardhan Hill. Но Говиндаджи, Радхарани, Вриндадеви и Йогамая были помещены в близлежащую Говиндакунду. Это другая Говиндакунда, чем та, которую мы видим на холме Imagine Говардхан. moving these big, Govindaji is very big, so is Vrindadevi, moving them and putting them in the bottom of the lake to hide them. Представьте себе, как переносили этих больших божеств. Вы знаете, Говиндаджи очень большой, как и Вриндадеви. Как их переносили и помещали на дно озера, чтобы их спрятать. I recently saw this Govindakund and it's in really bad shape. Perhaps one day some pious persons or some devotees can renovate that very historic place. Недавно я видел эту Говиндакунду. Она в очень плохом состоянии. Возможно, когда-нибудь благочестивые личности или какие-либо преданные смогут восстановить это очень историческое озеро. Unfortunately, there was no time to hide all the gold and silver and jewels that had been given by the Rajput kings over the past 100 years. К сожалению, не было времени спрятать все золото, серебро и драгоценности, которые были подарены царями Раджпутов за последние почти 100 лет. But I found it actually very interesting that the devotees were more concerned about the many manuscripts of the 6 Goswamis that were being kept and preserved in Govindaji's temple. Я нашел это очень интересным, что преданные больше беспокоились о многочисленных рукописях 6 Госвами, которые хранились и охранялись в храме Говиндаджи. So those devotees quickly gathered all those sacred texts in a large wooden box, and they went into the forest and they hid them in this huge field of mud. There's a big field of mud up to your waist from the rains. And they dropped that box to the bottom of that field of mud to hide them from the invaders. Поэтому преданные быстро собрали все эти священные писания в большой деревянный сундук, пошли в лес и спрятали их в этом огромном поле из глины. Там есть большое поле из глины, которое доходит вам до пояса. Оно образовалось из-за дождей, и они опустили этот сундук на дно этого поля из глины, чтобы спрятать их от захватчиков. And when I read that, my eyes actually filled with tears, thinking that myself and my big team of devotees here in Vrindavan, we've somehow been entrusted with a similar service, actually, of helping to save and preserve and eventually publish these same scriptures, which now lie in the nearby Vrindavan Research Institute, who have invited us to cooperate with them in this way. И когда я прочитал это, мои глаза наполнились слезами при мысли о том, что мне и моей большой команде преданных здесь, во Вриндаване, каким-то образом доверили похожее служение – помогать, спасать, сохранять и в конечном итоге публиковать те же самые священные писания, которые сейчас находятся в близлежащем Вриндаванском исследовательском институте, который пригласил нас сотрудничать с ним таким образом. We're continuing to make plans with the Research Institute to preserve and scan and digitalize all these scriptures so that they're available to the whole world. С исследовательским институтом мы продолжаем строить планы по сохранению, сканированию и оцифровке всех этих священных писаний, чтобы они были доступны всему миру. I figure, because the pandemic is still going strong here in India, because we can't distribute books, we can at least protect the books. Я думаю, поскольку пандемия все еще сильна здесь, в Индии, поскольку мы не можем распространять книги, мы можем, по крайней мере, защитить их. It's service to the books. Это служение книгам. So after securing the shastras, the devotee men quickly hid the women and children
in various inconspicuous homes and houses in Vrindavan, because often Aurangzeb's soldiers would take women as slaves and engage male children in the army. Итак, обеспечив безопасность шастрам, преданные мужчины быстро спрятали женщин и детей в различных неприметных домах и зданиях, потому что часто солдаты Аурангзеба брали женщин в рабство и задействовали детей мужского пола в армии. Difficult times. Тяжелые времена. So then on Dwadasi, the next morning after Ekadasi, Aurangzeb's, Mughal army arrived on horses and so forth, and they ascended the sacred Yogapith hill, armed with all kinds of tools and instruments for breaking the temple. Затем, на следующее утро после Экадыши, в Двадаши прибыла могольская армия Аурангзеба на лошадях и так далее, и поднялась на священный холм Йогапитх, вооруженная всевозможными инструментами и инвентарем для того, чтобы начать разрушать храм. And there they were met by many heroic Gaudiya saints and sadhus who were embracing the pillars of Govindaji's temple in the hope that the soldiers would not destroy them, those pillars. Там их встретили многие героические святые Гаудия Вайшнавы и садху, которые обнимали колонны храма Говиндаджи в надежде, что солдаты не разрушат эти колонны. But within minutes, all those devotees were slaughtered, and the work of destruction of the temple began. Но через несколько минут все эти преданные были убиты, и началась работа по разрушению храма. I read that the screams of the devotees being killed with swords and axes reverberated throughout Vrindavan. Я читал, что крики преданных, убиваемых мечами и топорами, раздавались по всему Вриндавану. And while the destruction was going on, many of the soldiers stole all the deities' paraphernalia that I mentioned earlier, the gold jewelry and other expensive items. Пока шло разрушение, многие солдаты украли все параферналии божеств, о которых я упоминал ранее, золотые украшения и другие дорогие предметы. Actually, many details of the destruction of the temple are given by Muslim scribes, who wrote about these things, who witnessed the demolition of the temple, but I don't wish to share those details here. Множество подробностей разрушения храма были даны мусульманскими писцами, которые писали об этом и были свидетелями разрушения храма. Но я не хочу делиться этими подробностями здесь. Just by reading about them in the institute, I had to endure terrible nightmares for 2 nights in a row. Просто прочитав о них в институте, мне пришлось 2 ночи подряд переживать ужасные кошмары. But basically the soldiers destroyed 4 stories of the temple in 2 months. Но практически за 2 месяца солдаты разрушили 4 этажа храма. Technically the temple was 7 stories tall, but 3 of those stories were little mini sub-stories, just they weren't very big. Технически храм был высотой в 7 этажей, но 3 из них были маленькими подсобными помещениями, они не были очень большими. So generally it's said that Aurangzeb destroyed 4 stories. Поэтому говорится, что Аурангзеб разрушил в общей сложности 4 этажа. Down to, basically the temple room itself, like that. Таким образом, практически вплоть до самой храмовой комнаты. And not only the Govindaji temple, Aurangzeb's soldiers were also busy destroying many temples in Vrindavan. И не только храм Говиндаджи, солдаты Аурангзеба также были заняты разрушением многих храмов во Вриндаване. But Aurangzeb was, kept informed of the dismantling, in particular of the Govindaji temple, and he took great pleasure hearing how each floor or story had been destroyed. Аурангзеба постоянно информировали о разрушениях, в особенности храма Говиндаджи, и ему доставляло огромное удовольствие слушать, как был разрушен каждый этаж. And he ordered that the red sandstone of the temple be used for the construction of various mosques in the area. Он приказал, чтобы красный песчаник храма был использован для строительства различных мечетей в этой местности.
But of course, he was very frustrated that his soldiers could not find, any of the many deities in Vrindavan that had been hidden before his army arrived. Но, конечно, он был очень разочарован тем, что его солдаты не смогли найти ни одно из множества божеств Вриндавана, которые были спрятаны до того, как прибыла его армия. And the fate of those deities will be the subject of our next two classes. Судьба этих божеств будет темой наших следующих 2 лекций. So Aurangzeb was intent on the total destruction of Govindaji's temple in particular, but by the arrangement of the Lord, that was not to be. Аурангзеб, в частности, намеревался полностью разрушить храм Говиндаджи, но по устроению Господа это не должно было случиться. For one day, as Aurangzeb was sitting outside a mosque in Mathura, inquiring from his ministers about the progress of the demolition of Govinda's temple, Mathura was struck by a violent earthquake. Поскольку однажды, когда Аурангзеб сидел у мечети в Мадхуре, расспрашивая своих министров о ходе разрушения храма Говинды, на Мадхуру обрушилось сильное землетрясение. This means the whole area, so included in Vrindavan, and the soldiers who were dismantling the temple, they were afraid that the whole temple would collapse, so they all left. Это означает на всю территорию, включая Вриндаван, и солдаты, которые разрушали храм, боялись, что весь храм рухнет, поэтому они все At убежали. the same moment, Aurangzeb was suddenly attacked by a swarm, they say, of 1,000 bees, who within moments stung him all over his body. They got under his clothes and they were stinging him everywhere. И в тот же момент на Аурангзеба внезапно напал рой, говорят, из 1000 пчел, которые в считанные секунды ужалили его по всему телу. Они забрались под его одежду, они жалили его повсюду. And as his body swelled from all these poisonous, dangerous bites, he was quickly whisked away inside the mosque. И когда его тело распухло от этих ядовитых, опасных укусов, его быстро увели внутрь мечети. So withering in pain there, he asked his physician, his doctor, who was described as a pious Muslim, in a desperate voice, "Why has this happened to me?" Слабея там от боли, он в отчаянии спросил своего врача, который был набожным мусульманином, «Почему это случилось со мной?» So the doctor said, "Sire, it can only be because of your order to demolish that which is sacred to those of the Hindu faith, Govindadev's temple, Govindadev's temple." Врач ответил, «Господин, это может быть только из-за вашего приказа разрушить то, что является священным для тех, кто исповедует индуистскую веру, храм Говиндадева, храм Говиндадева». So that was a risky thing to say to Aurangzeb. Это было рискованно сказать такое Аурангзебу. But Aurangzeb took the physician's words to heart, and he immediately ordered the demolition and destruction of Govindaji's temple to stop. Но Аурангзеб принял слова своего врача близко к сердцу, и он немедленно приказал прекратить сносить и разрушать храм Говиндаджи. Therefore, today we can go and see still a good part of the structures there, Govindaji's temple. It's actually described as an architectural wonder. You have to thank the bees. Поэтому сегодня мы можем пойти и увидеть там все еще большую часть сооружений, храм Говиндаджи. В действительности он описывается как архитектурное чудо. Мы должны благодарить пчел. Anyway, soon after he stopped the destruction, he had a small shrine. It's like a little mosque. It's called a mehrab, M-E-H-R-A-B. This little shrine built on top of the ruins of the temple. And he would go there and say his namaz, his Muslim prayers, whenever he was in the vicinity of Vrindavan. Так или иначе, вскоре после того, как он остановил разрушение, он построил небольшой храм, можно сказать, небольшую мечеть. Она называлась Мехраб. Мехраб – небольшой храм, построенный на руинах храма. Всякий раз, когда он находился вблизи Вриндавана, он приходил туда и читал свой намаз, свои мусульманские молитвы. So, despite all of Aurangzeb's exploits in his attempt to be Alamgir,
the conqueror of the world. In the end, he died a very unhappy man. Несмотря на все подвиги Аурангзеба в своей попытке стать Аламгиром, завоевателем мира, в конце концов он умер очень несчастным человеком. I saw a document in the Institute where a scholar named Jadunath Shakar translated Aurangzeb's last will and testament into English. В институте я видел документ, в котором ученый по имени Ядунат Саркар перевел на английский язык последнюю волю и завещание Аурангзеба. So there Aurangzeb, wrote or said, quote, I know not who I am, where I shall go, or what will happen to the sinner full of sins. Now I will say goodbye to everyone in this world and entrust everyone to the care of God. И в нем Аурангзеб написал или сказал: «Я не знаю, кто я, куда я отправлюсь и что будет с этим грешником, полным грехов. Теперь я попрощаюсь со всеми в этом мире и вверяю каждого заботе Бога». Actually, this is the fate of a person who gives trouble to Vaishnavas. Такова судьба человека, который доставляет беспокойство вайшнавам. Such person dies with a heart full of regret and lamentation. Такой человек умирает с сердцем полным сожаления и скорби. But it should also be noted that by Krishna's arrangement, a brave Kshatriya king named Shivaji, who was a disciple of the Vaishnava Saint Tukaram, he soon arose to defeat the entire Mughal Empire in India. He caused a lot of problems for Aurangzeb. Но следует также отметить, что по устроению Кришны храбрый царь Кшатри по имени Шиваджи, который был учеником Вайшнава, святого Тукарама, вскоре восстал, чтобы победить всю империю моголов в Индии. Он доставил Аурангзебу много проблем. These are the last words of Aurangzeb referring to this Shivaji who's taking away everything he worked so hard for. Это последние слова Аурангзеба, обращенные к этому Шиваджи, который забирает у него все то, ради чего он так упорно и тяжело трудился. Aurangzeb's last words were, Последние слова Аурангзеба были: negligence for a single moment becomes the cause of disgrace for long years. The escape of the wretched Shivaji took place through my carelessness, and I have to labor hard against his army to the end of my life as a result of it. And then he died. Неосторожность на одно мгновение становится причиной позора на долгие годы. Побег несчастного Шиваджи произошел по моей неосторожности, и в результате этого я до конца своей жизни должен упорно сражаться против его армии. И затем он умер. He was referring to the fact that he had once captured Shivaji, put him in prison, but Shivaji had escaped to cause so much misery to him. Он имел в виду тот факт, что однажды он пленил Шиваджи, посадил его в тюрьму, но Шиваджи сбежал, чтобы причинить ему столько страданий. And in time, this great warrior from Maharashtra, Shivaji, his successors defeated Aurangzeb's entire empire and conquered back all the places that he had previously won. И со временем этот великий воин из Махараштры, Шиваджи и его преемники сокрушили всю империю Аурангзеба и отвоевали все места, которые он ранее завоевал. Another interesting note. Еще одно интересное примечание. In the late 1800s, that small structure that Aurangzeb had built, that little Muslim shrine on top of Говиндаджи's temple where he prayed, it was removed by an Englishman named Solomon Grosh, who was a public servant in the British government at that time. He just took it away, so the temple was without that blemish. В конце 1800-х годов то небольшое сооружение, которое построил Аурангзеб, ту небольшую мусульманскую святыню на вершине храма Говиндаджи, где он молился, собрал англичанин по имени Соломон Граус, который в то время был государственным служащим в британском правительстве. Он просто забрал ее. Так что храм был без этого недостатка. He actually wrote a book about what Mathura Vrindavan was like in the late 1800s.
Он написал книгу о том, какой была Мадхура Вриндаван в конце 1800-х годов. And photography was there at that time, so he has, in that book, he has a photo of Govindaji temple with the Muslim shrine on top of it, then another photo where the shrine is no longer there. I thought that was interesting. В то время уже существовала фотография, и в этой книге у него есть фотография храма Говиндаджи с мусульманским храмом на вершине, и затем другая фотография, на которой храма больше нет. Я подумал, что это было интересно. So Aurangzeb's gone and Govindaji's still there. He's still with, let us say, he's still with us here in India. Аурангзеб ушел из этого мира, а Говиндаджи все еще там. Он все еще с нами. Он все еще с нами здесь, в I remember Индии. when Prabhupada came to visit us in Paris, France, one time, he said, so Napoleon was such a great, famous personality, but, where is he now? All that history is behind us. Where is he now? This is the nature of material life. You work so hard, then you're gone. But Govindaji is still here in Jaipur. Я помню, когда однажды Шрила Прабхупада приехал навестить нас в Париже, во Франции, он сказал: «Итак, Наполеон был такой великой знаменитой личностью, но вы знаете, где он сейчас? Вся эта история осталась позади. Где он сейчас? Такова природа материальной жизни. Вы так много работаете, а потом вы умираете. Но Говиндаджи все еще здесь, в Джайпуре». And in our next class, we'll describe how we got from Vrindavan to Jaipur. It's a very exciting pastime. На нашей следующей лекции мы опишем, как он попал из Вриндавана в Джайпур. Это очень захватывающая лила. So we'll stop here. Итак, здесь мы остановимся. I hope you enjoyed this class. It's kind of a history lesson in one sense. Надеюсь, вам понравились эти лекции. В каком-то смысле это своего рода урок истории. But it's important for us to be aware of our Gaudiya Vaishnava history. It makes Krishna consciousness so much more relevant to all of us and proud to be part of this tradition of Sri Chaitanya Mahaprabhu, in which we can see many devotees sacrifice their lives in this tradition. Но для нас важно знать историю нашего гаудия вайшнавизма. Это делает сознание Кришны намного более значимым для всех нас, и мы горды быть частью этой традиции Шри Чайтаньи Махапрабху, в которой мы можем видеть, как многие преданные в этой традиции жертвуют своими жизнями. So we'll stop here, and I think it would be appropriate to remember those devotees who selflessly sacrificed their lives for the most sacred temple of Yogapith, Govindaji's temple at Yogapith, and here in Sri Vrindavan Dham, they were holding onto those pillars. No, you won't destroy this temple. They sacrificed their lives. You could say even for us. So in the future we could practice Krishna consciousness. Здесь мы остановимся. Я думаю, было бы уместно вспомнить тех преданных, которые самоотверженно пожертвовали своими жизнями ради самого священного храма Йогапитха, храма Говиндаджи в Йогапитхе, здесь, в Шри Вриндавандхаме. Они держались за эти колонны, говоря: «Нет, вы не разрушите этот храм». Они пожертвовали своими жизнями, можно сказать, даже ради нас, чтобы в будущем мы могли практиковать сознание Кришны. That temple is a great milestone in the history of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Этот храм является важной вехой в истории движения Санкиртаны Господа Чайтаньи. And Prabhupada speaks about the sacrifice, how sometimes devotees, they even give their lives to Krishna, to Chaitanya Mahaprabhu. He refers to this in his purport in Bhagavad Gita, in chapter 11, verse 55. It's a good way to end the class. И Прабхупада говорит о самопожертвовании, как иногда преданные даже отдают свои жизни Кришне, Чайтаньи Махапрабху. Он ссылается на это в своем комментарии в Бхагавад-гите в 11 главе в 55 стихе. Очень хороший способ закончить лекцию. Quote, there are many examples in history of devotees of the Lord who risked their lives, Prabhupada says, for spreading of God consciousness. Прабхупада говорит, в истории есть много примеров преданных Господа, которые рисковали своими жизнями для распространения сознания Бога. Prabhupada continues,
Прабхупада продолжает. The favorite example is Lord Jesus Christ. Излюбленный пример – Господь Иисус Христос. He was crucified by the non-devotees, but he sacrificed his life for spreading God consciousness. Он был распят непреданными, но он пожертвовал своей жизнью для распространения сознания Бога. Of course, it would be superficial to understand that he was killed. Конечно, это будет поверхностно понимать, что он был убит. Similarly, in India also there are many examples such as Thakur Haridas and Prahlad Maharaj. Подобным образом, в Индии тоже есть много примеров, таких как Тхакур Харидас и Прахлада Махарадж. Why such risk? Зачем так рисковать? Because they wanted to spread Krishna consciousness, and it is difficult. Потому что они хотели распространить сознание Кришны, а это нелегко. A Krishna conscious person knows that if a man is suffering, it is due to his forgetfulness of his eternal relationship with Krishna. Сознающая Кришну личность знает, что если человек страдает, это происходит из-за того, что он забывает о своих вечных отношениях с Кришной. Therefore, the highest benefit one can render to human society is relieving one's neighbor from all material problems. Поэтому высшее благо, которое можно принести человеческому обществу, это избавление своего ближнего от всех материальных проблем. In such a way, a pure devotee is engaged in the service of the Lord. Now we can imagine how merciful Krishna is to those engaged in his service, risking everything for him. Так чистый преданный занят в служении Господу. Теперь мы можем представить, как милостив Кришна к тем, кто занят служением Ему, рискуя всем ради Него. Therefore, it is certain that such persons must reach the supreme planet after leaving the body. Поэтому несомненно, что такие личности после оставления тела должны достигнуть высшей The планеты. perfect words of our beloved Srila Prabhupada. Совершенные слова нашего возлюбленного Шрилы Прабхупады. And I will finish now with his words ringing in our ears. Я закончу сейчас его словами, звучащими в наших ушах. And I'll be back in a couple of days with more exciting pastimes around this amazing deity of Говиндаджи, the Ishtadev of Srila Rupa Goswami. И я вернусь через несколько дней с еще более захватывающими лилами, которые происходили вокруг этого удивительного божества Говиндаджи, Иштадева Шрила Рупа Госвами. Спасибо большое, Харе Кришна. Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Shrimati Radharani ki, Shri Govinda Deva ki, Shri Rupa Goswami ki, the six Goswamis of Vrindavan ki, Shri Brojabhumi, Shri Vrindavan Dham ki, Yogapith ki, Shri Prabhupada ki, Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe. Sham. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Шрила Гурудева ки джай.